Нежданный гость. Мое имя Джей. Мне 24 года. Работаю я в офисе, живу обычной жизнью, зарабатываю немного. Жены нет, девушки тоже. Каждый день повторяется: работа, дом, дом, работа. Свои выходные люблю проводить в полнейшей изоляции от городской суеты. Обычно я выезжаю в свой загородный домик, который расположен в лесу, и провожу все свое время там. Что может быть лучше красивой природы, реки и пения птиц? Ничего. И вот настал тот самый день. Как сейчас помню, это было 23 октября, пятница. После своего рабочего дня я быстренько отправился домой в надежде поскорее приехать в свой лесной домик. Собрав дома все свои вещи и подготовившись к 2 дням отдыха, я сел в машину и отправился в путь. Примерно в 19:00 я уже был около своего домика. Поставив машину около него, взяв ключи, я открыл дверь и без сил зашел внутрь. Хотелось жутко спать и есть одновременно, но чувство сна было сильнее, чем чувство голода. Я бросил свои вещи на 1-м этаже и отправился спать на 2-й этаж. Укутавшись в одеяло, я уснул. К полуночи я проснулся от шума, как будто внизу что-то скребется. Я подумал, может, зверек какой-то, и решил спуститься вниз. На полпути я мертво замер на лестнице. Увиденное потрясло меня. Какое-то существо, подобное человеку, вглядывалось в окно 1-го этажа, словно что-то выискивая. Моему страху не было предела, но я все же решил спуститься, так как со стороны улицы меня не было видно. Спустившись на 1-й этаж, мне было намного проще рассмотреть это человекоподобное существо. Высокий рост, очень тощее тело, худые вытянутые руки. Вместо носа 2 дырки. Глаза были без век, с очень маленькими зрачками, острые желтые зубы и морщинистое лицо. От одного его вида становилось все страшнее и страшнее. Я стоял замертво посреди темной комнаты, не понимая, что мне делать. Существо начало перемещаться к двери странными шагами, не такими, как у обычного человека. Затем начало сильно бить в дверь, царапать и стучать. Меня охватила паника, я не знал, что мне делать, и просто решил стоять дальше, чтобы оно не заметило меня. На протяжении 3 часов в дверь поступали сильные удары, а за улицей были слышны вопли и крики. В 4 утра все прекратилось. Я был не уверен, что оно ушло, поэтому просто присел на лестницу и уснул. Наступило утро. Я встал и со страхом выбежал во двор. Увидел, что дверь была очень сильно повреждена, забор разломан, были пробиты 2 колеса на машине. Я решил, что мне нужно срочно сообщить полиции о произошедшем, но связи не было, да и доказательств было тоже мало. Мне ничего не пришло на ум, как остаться в доме и все же снять то, что я видел прошлой ночью. Я установил мобильный телефон под машину, включил режим видео и закрыл входную дверь. Залез на чердак, разложил там спальный мешок и принялся ждать ночь. Вот уже полночь. Смотря в окно на чердаке, я увидел существо, бегущее на четвереньках к моему дому. Я отошел от окна и просто сидел в доме тихо. Первые 2 часа слышались те же самые удары в дверь, вопли, крики. Но затем все успокоилось. На мгновение я подумал, что все кончено. Но как же я ошибался. Я услышал шаги внутри дома и понял, что оно здесь. Я тихо прилег на спальный мешок в надежде на то, что оно просто уйдет. Вопли и крики раздавались по всему дому, и были слышны сильные удары от его тощих рук. В конечном итоге от усталости я уснул. Проснувшись с огромным страхом, я спустился с чердака и увидел то, что произошло с домом в эту ночь. Все было разбито. Мебель валялась, разломанная на полу. Вещи были раскиданы и разорваны. Дверь была выбита вместе с петлями. Быстро забрав все необходимое, я вышел на улицу и побежал в сторону трассы. Добежав, поймал попутку и с горем пополам добрался до родного города. Зайдя домой и выспавшись, пересмотрев запись телефона несколько раз, я видел, с какой жадностью оно пыталось проникнуть внутрь и с какой ненавистью выбегало обратно. Через 2 дня я отправился в полицию и предоставил видеозапись. В тот лес я больше не возвращался. Но знаю, что она все еще ждет меня.